И снова привет, мои друзья! Приветствую вас на моем канале ArtBuild Channel. В прошлом видео я вам обещал, что я попробую разрезать дисплейный модуль на Oukitel K6000 Pro. Как его снимать и разбирать Oukitel K6000 Pro вы сможете посмотреть по ссылке, которая сейчас появится сверху, либо по ссылке в описании. А сейчас я вам покажу, в чем проблема этого дисплейного модуля. Как видите, у него полосы на всем экране и белое пятно внизу. Что же, для разделения модуля вам понадобится либо такая пленка, ее я взял с пластиковой упаковки, или такая проволока для разрезания дисплейных модулей. Покупал я ее в Китае, естественно, ссылки будут в описании. Если вы не имеете в наличии ни сепаратор для разделения модулей и паяльной станции, то вам вполне хватит и обычного домашнего фена. Греем с двух сторон модуль и аккуратно подковыриваем. Единственное то, что нужно постоянно прогревать. С обратной стороны вы увидите, что модуль режется. Также можно делать и этой проволокой. Будем пробовать резать ей. Режет она хорошо, но единственный минус — она постоянно рвется из-за неравномерного прогрева. Если порвалась, аккуратно так вытаскиваем ее на бок, тем самым еще немножко разрезая экран. Проще получается с намоткой на бумажку. И режем дальше. В данном случае дело долгое и нудное, но все же это возможно. Если чувствуете, что проволока уже тяжело проходит, то прогреваем еще место дальнейшей резки. И дальше тянем проволоку. И так повторяем много-много раз. Итак, мы уже приблизились к концу. Видите, у нас осталось срезать еще один круг в центре. Еще раз прогреем, и все, завершающий момент. Дорезаем до конца. Наконец-таки мы прошли весь экран. После просто спокойно разделяем матрицу от тачскрина. Как видите, вот наш тачскрин отдельно и дисплей отдельно. После этого обязательно стоит его проверить, насколько хорошо мы его сняли. Обратно подсоединяем все шлейфы и пробуем включать телефон. Отлично, телефон у нас включается, изображение присутствует, полосы естественно остались, и как видите, тачскрин тоже работает. Все в порядке, снять получилось хорошо. Сейчас немного я вам продемонстрирую работу. Тачскрин приподнят и работает отлично. Что же, дальше нам придется очистить все. Если у вас тачскрин разбит, то вам его можно просто выкинуть, но дисплей придется чистить. А мне придется чистить все сразу. Сразу говорю, очистить у меня аккуратно не получилось. Чистил я вот таким очистителем универсальным от флюса. Брал, мочил им палец и тер клей. В итоге, спустя некоторое время весь клей был убран.
из тачскрина и дисплея. Остались последние штрихи. Протираем до блеска, убираем все пылинки. После того, как стерли клей, естественно, нужно опять же проверить. Потому что в моем случае оттереть у меня не получилось. Лучше стирать жидкостью для смывки этикеток, которой пока у меня нету. В дальнейших роликах я вам ее покажу, когда куплю. Буду пробовать резать другие экраны, так как я уже заказал себе сепаратор для разделения модулей. А пока включаем наш телефон. И как видите, экран, да, включился. Да, он работает. Но он уже вообще ничего не показывает. Оттирать все-таки надо нежно. И скорее всего где-то здесь внизу, где контактные дорожки соединения шлейфа матрицы, я нормально понажимал. И помимо этого я залил ЖК подсветку в центре, как вы можете заметить. Что же, первый опыт неудачный, дальше, надеюсь, будет все получаться, но все же я вам покажу, как соединять все это дело назад. Только немножко в упрощенном виде. Для этого вам понадобится вот такой клей Лока. Центровать дисплей нужно по рамке. Потом, после высыхания клея, снимать дисплейный модуль и рамку чистить. Либо центрировать по вот этим меткам. Они есть на всех тачскринах. По этим меткам вы легко центрируете дисплей. Так сейчас буду делать и я. Далее наносим клей Лока. Только не столько, сколько я, немного поменьше. Даем ему время немножко растектись. И приставляем модуль. С одной стороны придерживаем рукой, со второй стороны какой-нибудь иголочкой либо пинцетом, для того чтобы его плавно опустить, потому что палец не даст вам опустить полностью дисплей. Вот как здесь, с одной стороны держим, со второй опускаем. Далее он под своим весом сам растечется. После постепенно начинаем придавливать. И переворачиваем обратной стороной и выгоняем оставшиеся пузыри. Удержать центровку лучше каким-либо скотчем. В моем же случае уже все равно как центровать. Поэтому я закреплю его прищепками и вставляем его в ультрафиолетовую лампу. Под УФ лампой он должен полежать примерно 10-20 минут. Модуль готов. Как видите, клей затвердел. Сейчас все вытру. И смотрите, дисплейный модуль у нас как будто целый. Пузырей, естественно, нет. Ну и в завершение вам могу еще раз его включить, чтобы вы убедились, что это именно тот модуль. Сам тачскрин целый, его желательно снять. Снимать я его уже буду просто лезвием. Но не тут-то было. Не очень хорошо у нас это получается. Клей уже хорошо застыл, практически как заводской. Но здесь уже без разницы, как снимать дисплей. Главное не повредить шлейф тачскрина.
Ладно, срежу его потом. За проделанную работу, надеюсь, поставите лайк. Спасибо, пока.